Итак, друзья, снова всем привет! Добро пожаловать в студию Aqua Dream из солнечного Вьетнама. Ну что, друзья, сегодня суббота, и наконец-то у меня появилось время на очередную уборку аквариумов. 2 недели я не убирал аквариумы, некоторые даже 3 недели, что очень долго, и некоторые из них, честно говоря, очень запущенные, поэтому сегодня кровь из носу, нужно их хорошенько почистить и убраться в них, потому что водоросли не дремлют. А еще у меня соседская кошка забралась в мою студию, потому что я открываю балкон для проветривания. И балкон у меня практически всегда немножко приоткрыт. И кошка соседская забралась и объела весь мой бамбук в моем мелководном аквариуме. Итак, так как аквариумов у меня много, сейчас я делю студию на 2 части. Первую и вторую я чищу в отдельные дни. Сегодня я буду чистить середину, а вот эту сторону аквариума я буду чистить, наверное, только через неделю. Либо завтра, пока не знаю, будет ли время. Ну и хочу вместе с вами показать, как я их чищу, что я использую, какие инструменты и как быстро у меня это получается. Некоторые аквариумы совсем запущенные, также нужна стрижка, так что времени на них уйдет больше, чем просто замена воды. И начнем мы вот с этого большого куба. Наконец-то руки у меня дошли досыпать в него песка спустя больше, чем год. Наконец-то я купил 5 килограммов песка, не такого же цвета, но приблизительно такого же. Я хочу песок. Здесь у меня совсем в этом углу нет его, поэтому я хочу досыпать песка и сделать его немножко возвышенность, углубить вот эти передние камни в нем. Начнем с этого и по порядку пройдемся по всем аквариумам. Только сегодня обратил я внимание. Думаю, что у меня с бамбуком? Какие-то насекомые поели весь бамбук. Смотрите, все листики обглоданы. Все объедено. Бамбук смотрится ужасно. Он так красиво разросся. И смотрите, сейчас он весь смотрится лысый и обглоданный. И я смотрю на пол, а на полу вот такие вот дела. То есть кошка соседская забралась, объела весь мой бамбук. И тут же этот бамбук она оставила на полу, сами понимаете, каким образом. В общем, вот такие вот дела. Посмотрю, если бамбук будет этот дальше расти. Если нет, то придется докупить, тогда посадить новенький, свежий. Ну и как я уже сказал, сегодня я буду мыть все аквариумы на этом столе. Начнем мы с этого большого кубического, помоем его, и я досыплю песка и углублю все передние камни. Песок будет идти с возвышенностью, так же как и Hardscape. Итак, песок вот такого темного, красноватого, классного цвета я купил. 5 килограмм, надеюсь, что хватит на все. Сначала почищу, просифоню немножко. И спустим воду где-то на 40-50% и засыплю песок. Для этого большого аквариума я использую вот такую трубку длинную, которая уходит в отверстие в полу. Вот такой держатель и трубка на конце. Итак, начинаем чистить.
Стекло я чищу вот такой вот щеточкой. Купил я в обычном хозяйственном магазине. Что, начинаем самое интересное, засыпаем песок. Не нашел я свой очень удобный совочек, придется воспользоваться вот такой пластиковой мисочкой. Говорила нам мама, кладите все на свои места. Мама, ты была права. Привет. Теперь возьму большую кисточку и будем очищать камни от песка и немножко песок приподнимать к растениям. Ну и все это под музыку. Ну что, с песком мы завершили, теперь заполняем аквариум водой, добавим бактерию и кондиционер для воды. И будет готово. Итак, ну теперь с новым песком смотрится красиво и полноценно. Вот здесь получились большие пустые места, которые в будущем, в ближайшем, я хочу докупить травки и посадить ее во все пустые места, посадить ее плотно, чтобы красиво смотрелся скейп, потому что сейчас смотрится пустовато. Итак, теперь настало время для мелководного аквариума. Тоже давно я его не убирал, не менял воду. Вот это растение слишком крупно смотрится, я его пересажу, обрежу. Также гидрофила что-то поплохело совсем. Вот здесь вот смотрите, как буцефаландра красиво растет. И вот смотрите, Анубис Nano Petit. Смотрите, какие красивые свежие зеленые листики растут в воздушной форме. Гемиантус разросся слишком длинно, я его тоже подрежу и подсажу обрезки также назад. Так, улитки у меня здесь работают вовсю. Мох надо тоже привести в порядок, кусочки. Может, опять приклею на другие камушки. Где у меня тут мои маленькие? Вот он. Мои маленькие коридоросы плавают.
Свет только недавно включился, они еще пока адаптируются. Вот он уже собирает что-то. Где остальные, где креветки? Все пока попрятались, свет только включился. Сейчас они выйдут из стресса и начнут вылазить потихоньку. Стекло также немножко подзаросло налетом, какими-то микроводорослями. Тоже хорошенько его почистим. Ну а для уборки мелководных аквариумов я использую вот такую совсем тоненькую трубочку. И также собираю с поверхности дна все остатки жизнедеятельности всех организмов. Грунт я никогда не сифоню ни в одном из аквариумов. Грунт сифонить я не рекомендую, так как вы убиваете большую часть бактерий. Вот, поэтому только сверху, совсем слегка собираете мусор с помощью трубочки. Вот видите, немножко двигаю трубку, и мусор приподнимается. Итак, на поверхности заросло все ряской. Мы ряску вместе с кусочками обрезанных растений собираем. Итак, теперь добавляю совсем чуть-чуть, буквально несколько капель на такой объем бактерии и кондиционер для воды. Перемешиваю. Еще раз собираю весь мусор, остатки. Итак, здесь у меня совсем бардак запущенный, тоже недели 2 не убирался. Вот видите, сколько воды испарилось. И, как я вам уже показывал, кошка соседская обглодала весь мой красивый бамбук. Посмотрим, я его подрежу, посмотрим, будут ли прорастать новые листики. Если нет, докуплю тогда новый. Уберем большую часть ряски, слишком быстро она растет. Добавим воды, почистим стекла, будет совсем другой вид. Я туда так и не сходил. Там медузки есть. Но у них как-то они так делают этим медузам. Они у них аквариум типа в виде такого, знаешь. Ну что, друзья,
Сколько смог, столько обрезал. Все, что было объедено кошкой. Смотрится, конечно, не очень. Подожду пару недель, посмотрю. Если он будет зарастать заново, будут появляться новые листики, тогда докупать не буду. 2 недели подожду. Если что, я видел новый бамбук свежий в магазине. Куплю. Он хорошо растет, разрастается, поэтому много его не нужно. Кстати, ехал я тут по дороге, и по пути попался старенький мужичок, который вез вот такие классные эхинодорусы в горшках, уже готовые. Внутри горшка там глина и вода. Вот такие шикарные эхинодорусы с огромными листьями. Мне они так понравились, я его окликнул, остановил. Он мне заломил сначала цену, увидел, что я иностранец, но я-то знаю, он-то не знает, с кем он связался. Я-то цены знаю. В общем, я сбросил цену в 2 раза и купил 2 вот таких горшка. Он еще и цветет. Вон, смотрите, какие у него цветы классные. Вот. Пускает еще усы. Вот новые усы тоже будут цвести. Вот, новые листики вон пошли. Вот этот свежий, маленький. Вот, пока я их поставил сюда, наблюдаю за ними, хватает ли им здесь света. Ну, по идее, эхинодорусы не сильно придирчивые к свету, но воду он пьет просто огромными. Но воду он пьет просто быстрыми темпами. Каждые 2-3 дня мне приходится доливать воды в горшки, потому что выпивает он воды очень много. Зато смотрите, 1, 2 и 3 свежие листики. Ну, класс, красота. Вот они как красуются у меня здесь. Супер. Итак, помните мой буцефаландра кругляшок. Здесь ничего особого делать не нужно. Травка вон как сильно разрослась. Наверное, я ее постригу. Тогда она начнет расти короче и пышным ковриком. Потому что смотрится она слишком крупно, дерево совсем не видно. Спущу еще воду, соберу весь мусор с поверхности грунта. Ну и все. Здесь, как помните, у меня рози тетры. И, кстати, сюда я тоже запустил креветок Пиноккио. Сейчас попробую дождаться, когда они будут проплывать, чтобы вам показать. Наконец-то вот она появилась. Вон, видите, пасется. Лапками шевелит. В траве плохо видно. Сейчас попробую с другой стороны навести.
Ну что, давайте быстренько почистим этот шарик. Еще я иногда использую вот такую губку для фильтра, чтобы почистить стекла изнутри. Ей очень удобно и быстро вот таким образом чистить стекло. Она не царапает и очень быстро получается. Также зубную щетку можно иногда использовать. У меня что под рукой быстрее попадается, тем и чищу. Конечно, если у вас несколько аквариумов, лучше всего использовать инструменты для чистки индивидуальные для каждого аквариума. Так будет лучше, потому что если в одном аквариуме у вас водоросли, какая-нибудь нитчатка, и вы используете одну и ту же щетку, то занесете эту нитчатку во все другие аквариумы. Что у меня, кстати, произошло. Поэтому не повторяйте моих ошибок. У меня аквариумов слишком много, к сожалению. На всех отдельный инструмент покупать не имеет смысла. Не забываем про бактерию и кондиционер для воды. Так, ну и совсем забыл, нужно подстричь вот эту травку спереди. Слишком уж сильно высоко она разрослась. Итак, ну а теперь переходим к моему бонсай шарику. Я вот сюда запустил вот этих радужных рыбок. Здесь у меня жили маленькие мулинезии, я их пересадил в другой аквариум. Мне вот эти радужницы так понравились, что я решил их сюда запустить. Смотрите, какая здесь заросль травы. В планах ее коротко постричь, чтобы образовался зеленый коврик. Не чистил я этот аквариум 3 недели, наверное. Моих ошибок не повторяйте. Все-таки аквариум это без фильтра. Поэтому по-хорошему воду нужно менять каждую неделю. У меня просто аквариумов много, не всегда получается. Но в итоге расплачиваюсь я вот этой нитчаткой вон там, которая между гимиантусом везде разрослась. Так что расплата, вон стекло все заросло водорослями. Так что несвоевременная чистка наноаквариума, да и вообще любого аквариума, и будете расплачиваться нападением водорослей. Поэтому лучше чистку, замену воды не пропускать. Тогда все будет хорошо, все растения будут здоровы, рыбы будут здоровы. Ну что, поехали почистим этот.
Итак, ну и следующим у нас по плану вот этот кубик, если помните. Бета у меня здесь умерла, по какой причине неизвестно. Никогда мне не нравились беты, потому что у меня они не живут. Не знаю почему. В общем, смотрите, какие здесь заросли гимиантуса. Его уже давно надо постригать, он уже вылезает наружу. Разросся такими кустами, что нужно срочно сделать стрижку. И, кстати, у меня по плану на заднем плане, если помните, я сажал кабомбу. Кабомбу я хочу полностью убрать и отрезки этого гимиантуса пересадить также на задний план. На переднем плане он будет совсем коротенький, а на заднем плане подлиннее. Сюда я подселил также Пиноккио креветок. Сейчас покажу, где там должны будут проплывать. Не вижу. И вот этих коридоросов маленьких, красивых. Вон они. Да, в общем, этот аквариум я тоже недели 3 не мыл. Точно не стриг давно. Поэтому нужно срочно его почистить. Чем сейчас и займемся. Кстати, один из моих подписчиков задавал мне вопрос по поводу вот этого фильтра, который я использую для всех своих аквариумов. Отличие вот этого именно фильтра от всех, которые я использую, в том, что у него здесь есть скиммер, вот этот, который я не использую. Он выше, чем аквариум, он у меня не работает. И все вот эти рюкзачки, фильтры, которые с этим скиммером, у моего подписчика такая же проблема. Он всасывает каким-то образом воздух и периодически останавливает фильтрацию. Так что, если захотите покупать вот такой фильтр от фирмы Sansan, то покупайте без скиммера. Без скиммера работает прекрасно, годами ничего с ними не происходит. А вот со скиммером он барахлит, поэтому лучше не покупать его. Ну что, давайте возьмемся за работу.
помните мой маховой аквариум, который я делал? Надо было его назвать не маховым, а людвиганским. Посмотрите, как я и ожидал, людвигия начинает расти в воздушной форме. Сверху вот такими замечательными, наикрасивейшими ростками. Листики сверкают, сочные, зелено-красные. Красота, смотрится очень красиво. Здесь я тоже гимиантус подсаживал. Он иногда хорошо растет, когда свет на него прям падает. Иногда людвигия загораживает весь свет, и он начинает плохо расти. Так, где здесь у меня? Кто? Все попрятались, как всегда. Все стесняются камеры. Там у меня креветки и гуппи, помните? Друзья, я все еще не нарадуюсь. До сих пор хочу вам показать один из моих любимейших шариков. Ему уже больше 1,5 лет. И что я хочу сказать? Аквариум достигает своей пиковой красоты, насколько я уже понял, примерно где-то минимум через год-полтора. Наступает пиковая стадия его красоты, когда биосистема полностью налажена, практически ничего в нем делать не нужно, только подменять воду. И посмотрите, как красиво все разрослось. Посмотрите на папоротник. Он продолжает расти, зарос, образовалась такая пещера посередине. Папоротник вокруг разрастается. Посмотрите на этот мох, который шапочкой сверху растет. Ну просто красота. Сверху вот здесь, смотрите, ротала одна растет в водной форме, не переходит в воздушную. А вот здесь 2 ростка, посмотрите, ротала перешла в воздушную форму. Мне она и воздушная тоже нравится, правда, она не красная, а зеленая. Но посмотрите, какие красивые листики она пустила. Супер. Обожаю этот аквариум. Здесь у меня 2 тетры медные где-то попрятались. И множество мелких креветок. Где они все? Опять никого нет. А вот камера кого-то там схватила. Ну где вы все? Вас же много там. Кстати, мой последний Ивагуми проект уже смотрится гораздо лучше. Сейчас на экране увидите, какая атака бурых водорослей в этом аквариуме началась спустя 2 недели после того, как я его сделал. Посмотрите на картинку, это был ужас. У меня обычно стадия бурых водорослей так сильно не проходит ни в одном аквариуме. Особенно в шариках. Обычно их почти не бывает. Если бывают, то совсем чуть-чуть, они быстро пропадают. И самая сильная атака бурых водорослей, стадия, всегда проходит у меня в аквариумах, где Ивагуми стиль. И я думаю, что причина в том, что используются мелкие растения, такие как Монте-Карло и Hairgrass, и они так сильно на первых стадиях не преобладают в аквариуме, как крупные высшие растения. Поэтому бурые водоросли начинают бороться с ними за власть в аквариуме. Вот. Но я знал, что эта стадия пусть будет и дольше в этом аквариуме, но она рано или поздно пройдет. Сюда я, кстати, также добавил спасителей, помощников креветок, Пиноккио. Вон они все плавают, работают. Они очень помогли в уборке остатков этой бурой водоросли, потому что до сих пор она оставалась на травке. Вот, но уже практически все исчезло.
Монте-Карло начал заново зеленеть и расти. Так что я думаю, что еще месяц-два и будет красивый, плотный, зеленый, сочный ковер. Итак, ну и последним мы почистим этот аквариум. Тоже давненько его не чистил. Помните папоротник, который я снаружи просто сорвал и сюда подсадил? Посмотрите, как он вырос хорошо. Вот это растение тоже разрослось. Еще одно, если помните, я сюда подсадил красного цвета, оно не прижилось. Вот этот фикус продолжает расти. Надо будет его прикрепить к деревяшке, а то он отходит. Так он будет лучше расти. И посмотрите, что у меня тут за бардак. Здесь Людвигия разрослась так и ползет по всей поверхности воды. Так что нужно ее в некоторых местах постричь и подсадить в пустые места, а именно вон туда. И, кстати, у меня появился новый поселенец. Ой, спугнул рачок, если заметили. Камерой дрогнул, и он испугался, убежал. Сейчас я его попробую поймать. Кстати, вот этот водорослиед, он теперь живет здесь. А каким образом он оказался здесь? Он у меня, если помните, был в бонзай шарике вот в этом. И в один прекрасный день я захожу, не вижу его в этом аквариуме, а потом обнаруживаю его здесь. То есть он каким-то образом скаканул, выпрыгнул из этого аквариума и, слава богу, попал не на стол, не на пол, а попал в этот аквариум. Поэтому пусть здесь и живет, и остается. Сейчас попробую показать вам рачка, если получится. Только если он, кстати, меня не ущипнет. Надеюсь. Где-то он там спрятался. Где-то он должен быть. Только что его видел где-то. Он альбинос белого цвета. Его легко заметить. Но там он где-то вот он спрятался. Смотрите, хвостик поджал. Спрятался между корягой и камнем. Испугался. Какой пугливый рачок. Но потом как-нибудь поймаю его ползущим и покажу вам его. Сейчас боится. Давайте уберемся здесь. Кстати, друзья, пока редактировал видео, у меня купили этот Ивагуми аквариум.
Грустно с ним расставаться, но что делать? Клиенту понравилось и захотели купить. Вот. Значит, как я его перевожу? Вот здесь я установил распорки для хардскейпа, чтобы камни не сдвинулись при перевозке. Также положил вот такой пенопласт, чтобы креветки не повыпрыгивали на сушу. Воду я спустил практически полностью, где-то 5 сантиметров воды для креветок оставил. Часть креветок я также пересадил в отдельный пакет с водой из этого аквариума. Но все, которые не смог поймать, я оставил там. Надеюсь, что они все выживут, пока буду перевозить. Вот сейчас я жду машину, когда приедет, и уже поедем. Вот вакуумные присоски для поднятия аквариума, каждая на 50 килограмм. Кстати, аквариум без воды не такой уж и тяжелый, как я ожидал, он будет тяжелее. Лампа здесь, сумка со всеми инструментами для установки и тумба. Фильтр внутри я оставил. Вот здесь я прикрепил трубки, приклеил на скотч к стенке. Самый стрессовый процесс — это процесс перевозки аквариума. Все время самый тяжелый этап. Столько стресса, всегда страшно, что что-то случится при перевозке, что-то сдвинется, что-то разобьется, не дай бог. Вот. Но надеюсь, что все пройдет успешно. Вот, кстати, пленку накрыл, чтобы вода не испарялась, ничего не высохло внутри. Буквально через 20 минут уже подъедет машина. Ехать до дома хозяина минут 15. Вот, так что пожелайте мне удачи. Ну и на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии под этим видео, если у вас есть какие-либо вопросы по содержанию, либо уходу за аквариумом. И увидимся в новых проектах. Пока-пока.